Итак, всем доброй ночи. Еще раз вас с праздником Ивана Купала. Мы только что с вами провели совместные ритуалы. В сильный день Яну отправила спать, потому что она очень устала. Весь день готовились, и еще съемки, это все провести нелегко. Со мной вообще находиться нелегко. Я очень много работаю, и все, кто со мной находится, они тоже горят в работе. По-иному не бывает, дорогие друзья. Можно быть рядовым сантехником, но рядовой ведьмой быть невозможно. Ведьма должна быть сильной, лучшей. Я решила сегодня, скажем так, вам подарить сразу же этот ритуал, который мы с вами провели, поскольку он новый ритуал, я хочу отдельно снять, чтобы не терялось в общем фоне. Это очень сильная работа. Это работа для людей, которые готовы призвать к ответу своих мучителей, которые не готовы класть голову под топор и сопротивляются тому, что с ними творят. Этот ритуал может помочь вам избавиться от страданий. Его можно провести один день, но можно провести 6 ночей кряду или 3 ночи кряду. И таким образом, которым я вас сейчас научу. И если вы все проведете правильно, то в скором времени это мучительное состояние у вас остановится. Почему я вам дарю различные ритуалы, множество ритуалов, казалось бы, по одной тематике? Потому что объясняла, что у людей разные энергетики, разные энергии, разные генетики, разная кровь, разный род и так далее, и так далее. И, естественно, каждому подходит свое. Кому-то подходит несколько ритуалов, кому-то все подходят, кому-то подходит один, остальные нет и так далее, и так далее. Вот поэтому и дарится вам большое количество, чтобы уж наверняка вы могли найти свое. Что нужно делать для этого? Либо развести костер, либо в котелке развести огонь, либо свечи расставить на полу. Но дело в том, что вам нужно будет обязательно источник огня, потому что вы должны откупиться, отдать огню жертву. Сегодня мы с вами совместно провели, откупались, потому что ночь купала. Но вообще отдельно для этого ритуала вам нужно взять пшено или кусочки черного хлеба, значит, воду в стаканчике поставить рядом, читать от 3 до 6 раз, но лучше 6 раз наверняка. И желательно или 3 ночи кряду, или 6 ночей кряду. Объясню, почему такая вот, скажем так, разница в цифрах, потому что смотря насколько вы страдаете. Еще раз вам объясняю. Если у вас дома ругань с мужем, не рекомендую это проводить. Если вас преследуют, если это не от неудач, это не от сглаза, это не от чего-то еще. Если вам причиняют невыносимую боль, если вы понимаете, что вас предают, если это делают близкие люди, если это делают люди незнакомые, но которые вас абсолютно не жалея, просто бьют и бьют беспощадно и так далее. То есть страдания. Или много лет вы этим страдаете, или есть непонятная, необъяснимая болезнь, которая не проходит, или, одним словом, это страдания, понимаете, которые нужно остановить. И уж тем более сейчас, когда мы переходим просто в такую стадию диктатуры, когда постепенно будет исчезать частная собственность, когда, оказывается,
Если у нас нет завещания, то наши дети не унаследуют наше имущество, а какие-то толстопузы чиновники его возьмут и продадут себе во благо. Мы просто приходим к ужасному итогу, и это очень страшно. Страшно за наших детей. Мы единственное, кого можем надеяться, это на силу, на духов, на богов. Больше ничего святого в этой жизни не остается. Как говорится, здравствуй, 37-й год. Но мы должны не терять надежду, мы должны все время обращаться к силам. И тогда мы будем на самом деле ими охраняемы. Я хочу вас заверить, что люди, которым помогали силой, жили и при диктаторах, и при деспотах, и при кровавых правителях, и при войне, и при чем угодно. При самых страшных режимах они все уже, им удавалось спасти себя, свою семью и выжить. Вот мы сейчас должны готовиться к этому и знать, что да, это недолго, это ненадолго, дорогие друзья. И это ненадолго, потому что обычно, знаете, как говорят, чем ближе империя к краху, тем абсурднее ее законы. Это сказали римляне. Поэтому чем больше анархии, чем больше безвластия, чем больше беззакония, тем ближе конец. Это всегда так, везде так было. Римская империя так пала, Византия так пала и прочее, прочее. Когда уже начиналась просто давка уничтожения населения, то империя сама по себе ликвидировалась. Помните Советский Союз? Как закончился Советский Союз? Чем больше началось диктатуры, бесчеловечности, давили танками в Ереване, в Тбилиси, в Баку, значит, расстрелы людей, давки там БТРами и так далее, студентов, которые выходили на протесты. И в итоге что случилось? В итоге Советский Союз спал и уничтожился. То есть чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Это закон физики. Но нам сейчас не до этого, нам бы сейчас привести себя в порядок, выйти из этого кризиса, из этого дурдома, мракобесия, этого хаоса. Мне пишут о Казахстане, что творится в Казахстане. Никакой ковид там вас не сжирает, но есть другая причина. Недавно у вас оружейные эти склады взорвались, вы забыли? Вы думаете, это химические составы куда-то исчезли? Конечно, нет. Естественно, они начали убивать население. А куда списать это все? В Италии взорвался химзавод, чтобы власти не отвечали, и они нашли хороший повод. Придумали вот этот барановирус. То же самое в Казахстане. То же самое. И кроме того, там, насколько я знаю, была катастрофа, нефть вылилась в океан, и особо есть бактерия, которая запускается, чтобы она сжирала эту нефть, очищала поверхность воды. Естественно, этой водой, если отравилось население, естественно, эта бактерия пошло и, понимаете, пошло и по людям. И эти смерти, как я вам говорила в начале года, очень много будет смертей, очень много. Оно и творится. Но если представить, что закрытые, ну сейчас чуть-чуть открывают, но если представить, что закрытый просто ребенок разбился, возили по больницам, больница принимает только с коронавирусом. Ну вот это нормально, человек умирает после аварии. Нет, мы только вирусом, не, это идите умирайте дальше. Естественно, если нету помощи, очень много людей начали умирать, просто умирать, потому что нет помощи, нету. И это страшное преступление. Я боюсь, что за это преступление никто отвечать не будет. Не будет, потому что это определенный план сокращения больного населения. Вы поймите, было время, когда государство было государством. То есть оно управлялось. Сейчас государство как собственная фирма. Фирма не платит зарплату тем, кто не работает, понимаете? Фирма их увольняет. А куда ты уволишь пенсионеров, больных, инвалидов, сердечников? Куда ты их уволишь? Никуда. Тебе придется им платить пенсии. Они тебе нужны, а что делать, чтобы им не платить?
сделать так, что на время просто не принимать и не оказывать помощь. Вот и все. Просто не оказывать помощь. Все, они сами вымрут. Я вам это говорила в начале года. Многие облаяли меня, загавкали, написали всякую хрень. Вот я к вам обращаюсь. Теперь вы поняли, что вы были неправы, мягко выражаясь. Надеюсь, до вас дошло. Теперь, что делать, дорогие друзья? Сплошные страдания, сплошные... Светлана, не закончится уже никогда. Он будет усугубляться и усугубляться. Для чего придумана вот эта все система? Для того, чтобы наследники не могли получить, и чтобы чиновники больше разжирели, потому что понятное дело, что будут им сувать деньги для того, чтобы наследство родителей переписали на них, чтобы они имели право унаследовать. Кто-то должен рассматривать, имеет ли право мой сын получить мой дом. Это нормально? То есть я должна заранее уже сейчас написать завещание. А вдруг со мной что случится, мой ребенок и не получит ничего. Я работала всю жизнь, а его, значит, возьмут и просто кому-то отдадут или продадут и поделят деньги. Ну что это? На Украине это уже есть. На Украине именно так и есть, понимаете? То есть там точно так. Умер человек, не успел завещание написать. Комиссия рассматривает, имеешь ли ты право унаследовать имущество своих родителей. Комиссия может считать, что у тебя уже есть одна квартира, и хватит с тебя. И нихер. А о чем это? Ну вот, одним словом, вот так вот, дорогие друзья. Итак, прекращение страданий. Страдания у нас сплошь и рядом. И везде, и много где. Да, сейчас Конституцию начали менять во всех странах СНГ, но холопы что? Холопы, которые Москва сказала, значит, у себя тоже будут менять. Да меняйте, господа, меняйте. Вы потихоньку ведете цивилизацию к краху, к гибели. И вы не забывайте, что на этой планете ваши дети тоже живут. Вы не улетите на Марс, знаете ли. Вы тоже будете здесь жить. Куда вам деваться вообще? Вы для своих детей и внуков будущее перекрываете сегодня. А дальше это ваше дело. Я говорю, самое страшное, что человечество развивается, больше изобретает и тупеет, становится просто уже тормозится все, уничтожает сам себя постепенно. Веками идет к уничтожению. Либо разумные спасутся, либо их тоже совместно сожрут. Значит, что мы теперь делаем, дорогие друзья? Мы делаем следующее. Значит, нужно развести маленький костер в котелке или на даче. Желательно, если это будет на природе, вообще будет замечательно. Кидаем туда либо ячмень, либо овес, либо гречку, либо кусочки хлеба. Отдаем, скажем так, духом огня откуп. Читаем от 3 до 6 раз. Если вы прочитаете этот ритуал, то есть проведете 3 ночи к ряду или 6 ночей к ряду, смотря какие у вас страдания невыносимые, то в скором времени все получится, то есть все таким образом сложится, что вы от этих страданий избавитесь. Это на самолеты, они очень близко летят здесь. Ну, пускай они спокойно дойдут до места, пусть у них все будет хорошо, потому что в них люди. И мы хотим, чтобы люди добрались живые, здоровые. Я когда смотрю на самолеты летящие, я всегда говорю: тихо, милый, тихо, пожалей людей, пускай они живут. И вам советую так говорить. Даже если они вам мешают своим гулом,
В любом случае, никогда не желайте ничего плохого летающим железным птицам, потому что вы знаете, что там людские жизни. Вот недавно под Ростовом чуть не столкнулись из-за диспетчера 2 самолета, и мы бы получили трагедию, в котором Виталий Калоев потерял всю свою семью и потом пошел убивать и убил извиняюсь, все уже забыла. А знаете, почему так происходит? Потому что людей сокращают, и один человек работает за троих, получает одну зарплату. Людей сокращают, и плевать они хотели на человеческие жизни. А теперь представьте, что, да, диспетчера, теперь представьте, что почувствовали люди, которые увидели приближающийся самолет. Вы можете, охладела кровь, скорее всего. Слушайте, Нура, я вас выкидываю отсюда. Я говорю о страданиях. Хозяева будут звонить кому-то, и, по-твоему, это страдание, да? Ты хоть мозгами-то своими слышишь, что ты говоришь-то? Ну, Грузия не пускает не просто армян, Грузия не пускает никого. В Грузии тоже сейчас все закрыто. Давайте не будем. Политика это. Это не грузины закрыли, не армяне закрыли, ничего, что кто-то. Это просто политика. Сучья грязная игра стран. И она уже порядком надоела. Бездарные, базарные, конченые, кровавые люди приходят, садятся на троны и руководят. Понимаете? Разожгли костер, отдали огню жертву и читаем. Столько раз, сколько раз я уже говорила. Внизу Яна пишет, и там будет объяснение. Я, наверное, прочитаю 1 раз, а вы от 3 до 6. О великое братство священной ночи, я ваша сестра, я мироздание дочерь. Я призываю посланников Навьих, выстраданным гневом, голосом кровоточащим. Я взываю к вам, братья мои, из темных сфер, единокровные, единовольные. Услышьте меня, о великие обитатели ночи, явитесь мне, явите мне благо и милосердие. Хранители пути, служители вечного хаоса, сожгите в огне священном мучения мои, ибо достаточно с меня слез и терзаний. Я не заслужила их и не желаю их. Скидываю я бремя скорбное, священный жар, и избавляюсь. Лишите сил врагов моих, знакомых и незнакомых, явных и тайных. О, братья мои, благословите сей огонь, пусть он очищает, сжигая муки и капканы на моем пути. Бери огонь жертву свою, очисти мою жизнь, душу и кровь. Пусть дым к Богу поднимается, от богов ко мне спасение спускается. Огнем очищусь, водой умоюсь и жизнь новую начну. Славься, сила великая, несокрушимая. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Свершилось. И в конце окунайте руку в воду, слегка протирайте этой водой лицо. Когда уже прочитали окончательно, относите эту воду куда-нибудь, может, к раковине, может, на улицу, и умывайте руки и лицо полностью этой водой. Такие ритуалы проводите всегда с распущенными волосами, чтобы вся ваша энергия, вся ваша сила сработала, активизировалась. Все, дорогие друзья, на этом все. Я пойду немножко отдохну, очень усталая и очень выжатая. Всем спокойной ночи, всех благ. И кроме нас с вами
Больше некому защитить ни себя, ни наши семьи, ни наших детей. Всего вам хорошего.